Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра! Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10-е место. Это так громко. Чонгук отвечает за готовку. Тэхён отвечает за шлепки. Девятое место. То, как Чонгук нежно ставит свой подбородок на плечо Тэхёна. Намджун просто держится из последних сил. Восьмое место. Совпадение или нет? Они решили использовать жесты, которые понятны только вам двоим. Ну, мы знаем, что вы вместе шопитесь, не новость уже. Если Тэхён что-то сделает, Чонгук сделает это тоже. Седьмое место. Язык любви Чонгука — кормить Тэхёна. Шестое место. Поведение пары. Ну, как обычно, очень мало места. Молочный цвет кожи Чонгука с медовой кожей Тэхёна. Похвалить своего парня – это святое. Тэхён сказал: «Я очень рекомендую Your Eyes Tell Чонгука, потому что лично эта песня тронула мое сердце, поэтому я думаю, что это песня, которая получит любовь многих людей, даже если они не армия». 저는 정국 씨 Your Eyes Tell
정말로 추천합니다. 왜냐면은 개인적으로는 제 마음에 와닿았던 곡이 그래서 아미분들이 아니더라도 Your Eyes Tell은 정말 많은 사람들에게 사랑을 받을 것 같은 곡. Одна из моих любимых вещей в них – это то, что они никогда не менялись. Нежность в их глазах никогда не покидала, и они по-прежнему делают друг друга самыми счастливыми. То, как Чангук реагирует на Тэхёна, держа руку на сердце. Потому что оно бьется как бешеное из-за Тэхёна. Пятое место. Тэхён смущается и смеется, когда Чангуки показывает ему сердечки из пальчиков. Четвертое место. Забота. Поведение настоящего бойфренда. Помните, Чангук помогал Тэхёну зашнуровать шнурки? Он самый заботливый человек для Тэхёна. То, как Тэхён нежно гладит Чангука по голове после того, как нечаянно ударил его. Третье место. Новости Чангука и Тэхёна. Завтрак Тэхёна. Буррито с жареным мясом, фруктовый салат, овсяные хлопья, молоко. Завтрак Чангука. Рис, суп из рыбных котлет с кимчи, жареная свинина с луком, тушеная ветчина, крабовое мясо, кимчи из редьки. Обед Тэхёна. Жареная лапша с морепродуктами, сырные палочки из батата, финанси с шоколадом. Это классический французский десерт, кимчи из капусты, виноградное питьевое желе. Обед Чангука. Рис с карри из крабов, острое рагу с курицей, креветками и грибами, суп из тофу с овощами и морепродуктами, салат с жареной курицей, овощами и острой заправкой, кимчи из капусты. Ужин Тэхёна. Коричневый рис, суп гомтанг из тушеной говяжьей головы, жареные овощи с кровяной колбасой, маринованный зеленый лук с чесноком, ассорти кимчи, кимчи из китайской капусты и свежий кимчи. Ужин Чангука. Рис, мелкий, суп из рисовых лепешек, жареная копченая утка, кимчиджон, блинчики с кимчи, нарезанный кимчи из редьки. Тэхён в Инстаграм поддерживает альбом Намджуна. Вау! Почему это так крутой? Golden на данный момент является альбомом Asian солиста, который занимает самое высокое место в чартах Spotify Global Weekly Albums Chart. Занимает 18 место в чарте, одновременно поднявшись на 3 позиции и снова войдя в топ-20 на 25-й неделе, и с момента выпуска он ни разу не покидал топ-25 указанного чарта. Реклама с Чангука и Тэхёна на билбордах Кауи замечена в Малайзии.
Число подписчиков Чангука на Spotify превысило 14 миллионов. Он стал самым быстрым сольным артистом Азии, Кореи и кей-поп, достигшим этого рубежа. Monochrome, фотобук с Чангуком. Фанатка посетила ресторан Sunset Hill, где Чангук обедал с Чаину и Линоу в начале марта. Шеф ресторана Sunset Hill поделился своими впечатлениями. У меня задрожали ноги, когда я увидел, что это Чангук. Он выглядел как образцовый студент, такой элегантный и с первого взгляда знаменитость. Он был таким милым, когда я видел его улыбающимся и веселящимся со своими друзьями. Он был без кепки и с короткой стрижкой. Monochrome, фотобук с Тэхёном. Возможно, многие из вас слышали про этот спор. Недавно развлекательная программа BBC Hangout With You вызвала много недопониманий из-за субтитров в трейлере. Продюсеры Hangout With You выпустили трейлер к 231 эпизоду. Сам эпизод был записан 18 числа этого месяца, и в нем были показаны сцены встречи участников Seventeen, посещение офиса агентства Hype и перекус в кафе. Участники шоу продолжили свой тур по крупным развлекательным агентствам, посетив кафетерий Jeep Entertainment, затем кафетерий YG Entertainment, а затем кафетерий Hype. И этот трейлер повысил ожидания от основного эпизода. Один из субтитров в трейлере вызвал негативную реакцию со стороны фанатов. Во время посещения офисов Hype участники шоу Hangout With You выразили свое удивление размерами столовой, из которой открывается вид на реку Хан, что побудило продюсеров дать субтитры. Новое здание Hype, построенное Seventeen. Подзаголовок вызвал критику со стороны фанатов. В частности, ARMY выразили недовольство субтитрами. Их логика заключается в том, что BTS — это артист, который работал с предшественником Hype, Big Hit, включая председателя Бан Шихёка, и что именно BTS лидировали по продажам Hype. Некоторые пользователи сети продолжили свою резкую критику, заявив: «Разве это не искажение истории?» Pledis Entertainment, который принадлежит группе Seventeen, была приобретена Hype в мае 2020 года, и Seventeen также присоединилась к артистам лейбла. Критика распространилась в социальных сетях, и производственная группа шоу это тоже осознала. 21 числа продюсерская группа телешоу выпустила трейлер. Они изменили подзаголовок «Построенное Seventeen здание Hype» на новый класс зданий, который очаровал участников. Этот вайб Чангука. Чангук со своим синглом Seven удерживает позиции в рейтинге песен, которые быстрее всего достигли 100 миллионов прослушиваний в истории Spotify. У кого сегодня рабочий день? Вам для поднятия тонуса. Фоточки от Бимиседа Кукв.
Клип «Friends» превысил 30 миллионов просмотров. Напоминаю вам об этом эфире. Как известно, на фоне разгорающегося конфликта Hype и генерального директора Эдор Минхиджен цена на акции компании упала до 210 тысяч вон и продолжала падать, понизив цену до 203 тысяч вон. После того, как Hype, собрав веские доказательства вины Мин и подали иск в суд, цена на акции начала потихонечку расти. И как только Big Hit выпустили заявление о грядущем релизе альбома Намджуна, цена акций Hype увеличилась аж до 212 тысяч вон. Вывод – все держится на наших ребятах. Просто сходу с ума из-за такого Тэхёна. Подарочные пакеты с поп-ап монокроум становятся фиолетовыми на солнце. Это волшебство какое-то. Совет от Чангука: в любой непонятной ситуации танцуйте. Пользователи сети отреагировали на то, что Намджун и Нуджинс выпускают свои альбомы в один и тот же день на фоне продолжающегося скандала. 25 апреля Мин Хи Джин из Эдор провела экстренную пресс-конференцию, чтобы обсудить продолжающуюся вражду между ней и материнской компанией ее лейбла Hype. Она рассказала о контроле над Нуджинс, обвинениях в плагиате и многом другом. На фоне этой вражды Hype недавно объявил, что Намджун из BTS выпустит свой второй сольный альбом Right Place Wrong Person в тот же день, что и запланированный камбэк Нуджинс. Ранее Hype опубликовали заявление в поддержку возвращения Нуджинс. Здравствуйте, это компания Hype. Мы здесь, чтобы проинформировать вас о судебных действиях по защите прав и интересов группы Нуджинс. Они продолжат свою деятельность, как и планировалось. 27 числа будет выпущен новый клип, а в мае и июне их двойные синглы. Мы сделаем все возможное, чтобы мероприятия по возвращению не были затруднены и были выпущены вовремя. Пользователи сети сочли интересным тот факт, что хотя они объявили, что позаботятся о том, чтобы ничто не помешало возвращению Нуджинс, они решили сделать возвращение Намджуна в тот же день. Кажется немного скандально, что дата выхода нового альбома New Jeans и даты выхода сольного альбома Намджуна совпадают. Пользователи сети сочли это несколько противоречащим их предыдущему заявлению. Вау, но серьезно, не слишком ли они относятся к BTS? Ух ты, не слишком ли они усердствуют? Поскольку Нуджинс и Намджун выпустят альбомы 24 мая, фанаты обеспокоены, но в то же время с нетерпением ждут возвращения их всех. Love Me Again вошла в десятку самых продолжительных песен кей-поп-исполнителей за всю историю глобального чарта Spotify. Как же идеально они смотрятся на сцене вместе.
Чангук продолжает добиваться блестящих результатов своей потрясающей работой. Недавно песня Чангука «Dreamers» получила награду на Нью-Йоркском фестивале телевидения и кино 2024 года. Премия Нью-Йоркского фестиваля телевидения и кино 2024 года входит в тройку крупнейших фестивалей рекламы в мире. Песня «Dreamers» является официальным саундтреком чемпионата мира по футболу FIFA 2022 в Катаре. «Dreamers» в исполнении Чангука завоевали награды в 3 категориях. В 3 категории входят операторская работа, звуковой дизайн и операторская работа. Его даже включили в итоговый список по категориям направления и стриминга музыкального видео. Влияние и обаяние Чангука глобально. Второе место. Это так интимно. Как тело Чангука перестало двигаться, и он сразу же начал улыбаться, когда Тэхён начал говорить. Тот факт, что на Чангуке не было ничего кроме кольца Тэхёна и их парных браслетов. Первое место. Отзеркаливание поведения – признак комфорта. Если есть психологический комфорт, мы склонны отражать друг друга. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.